Неделю назад издание «Важные истории» опубликовало исследование, согласно которому на конец 2024 года не менее 49 тысяч военнослужащих российской армии были объявлены дезертирами или самовольно оставившими часть. Ключевые слова здесь «были объявлены», потому что, с одной стороны, многие реальные дезертиры в список этот не попали, с другой, среди тех, кто попал, не все действительно дезертировали или ушли в самоволку. К примеру, в обращениях военных и их родственников часто повторяется сюжет. Командир по бумагам оформляет солдат как сбежавших из части, а в действительности шлет их на задание с минимальными шансами остаться в живых. Таким образом, командование снимает с себя ответственность за гибель подчиненных, а семьи погибших остаются без выплат. Так называемый СОЧ, самовольное оставление части, это еще и способ давления на раненых, кому посчастливилось попасть в тыловые госпитали, где некоторые раненые ищут возможности долечиться до конца, добиться необходимых операций, извлечь все осколки, чтобы не возвращаться на фронт полуинвалидами. Другие же требуют в принципе не возвращать их на передовую, а комиссовать по состоянию здоровья. И то, и другое армейские командиры рассматривают как злоупотребление правом. Солдат, мол, не хочет встать обратно в строй и тянет время. Если объявить солдата сочем, он перестает получать денежное довольствие. А у военной полиции возникают основания доставить бойца в родную часть принудительно, не глядя ни на какие медицинские справки. Мы не знаем, сколько именно россиян ушли в самоволку или сбежали из армии с концами. Больше это или меньше 49 тысяч неизвестно. Но некоторые беглецы даже стали весьма известными. Например, военный медик Алексей Жиляев. Он сумел добраться аж до Франции, а с собой прихватил часть базы данных Главного медицинского управления Минобороны России. На основе этих данных опубликовала статью одна из самых известных французских газет «Le Monde». И сегодня мы ее рассмотрим. Прежде чем начнем, только напомню про нашу ссылку с бесплатными способами обхода блокировок в России. Если плохо работает YouTube, идите по ней. Там и VPN есть, который на 30 дней бесплатно работает. Главный герой статьи – тот самый сержант Алексей Жиляев. Он бывший командир отделения эвакуации раненых 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ему 40 лет. По основной специальности он айтишник, но успел 3 года отучиться на медика. На войну Алексей пошел из Мурино, пригорода Санкт-Петербурга. Причем ушел, по его словам, из гуманистических соображений. В ноябре 23 года на Московском вокзале в Петербурге он увидел, цитата, «толпы людей без рук и ног, на костылях и в инвалидных колясках». Тогда и решил, что должен помогать раненым. Отмечу, такая мотивация среди медработников действительно встречается. Знакомый одного из наших авторов также по своей воле пошел на войну медиком и недавно погиб под Покровском. Алексей Жиляев проходил службу с конца 23 года. Он совмещал обе специальности. По ночам, когда меньше шансов быть замеченным, занимался эвакуацией раненых и тел погибших. А днем вносил 300-х, то есть получивших ранения товарищей, в базы данных. В феврале 24 года Жиляев получил ранение в шею. Лечился 1,5 месяца, а затем вернулся на фронт. Летом, за счет хороших личных отношений в части, он получил отпуск, из которого решил не возвращаться. Благодаря организации «Идите лесом» Алексей продолжает свой отпуск в Париже, прихватив с собой флешку с 3 гигабайтами служебных документов. Там данные о 166 тысячах российских военнослужащих, получивших ранения с 24 февраля 22 по 16 июня 24. Некоторые из них были ранены неоднократно. Само по себе число 166 тысяч не говорит вообще ни о чем. Это частичные сведения, и мы не знаем, какая часть ото всех раненых на фронте россиян упомянута в документах на этой флешке. Речь идет о выборке, на основании которой журналисты сделали выводы. Один из самых жутких показателей – это скорость оказания помощи. В медицине, особенно в военной, есть понятие «золотого часа». Это время, в течение которого тяжело раненого нужно доставить на операционный стол, чтобы спасти ему жизнь с наибольшей вероятностью. А человека с ранениями средней степени тяжести нужно доставить за это время на операционный стол, чтобы он не стал тяжелым. И у многих на флешке указано время госпитализации. Лишь 24% из них оказались в госпитале в день получения ранения. В день, не в час, а в день. Примерно столько же оказались через день.
У остальных путь от места ранения до госпиталя занял от 2 суток до месяца. В прошлых выпусках мы уже упоминали жуткое совершенно явление, что российские раненые заживо гниют на позициях. В буквальном смысле этого слова прям. Об этом от первого лица рассказывают и сами военные, и их родственники, и военблогеры. Мы даже показывали интервью, которое у российского военного взял военблогер Юрий Котенок. Интервью, кстати, проходит на фоне флага с интересными цифрами 88, но важен здесь сам рассказ. Они неделю не могли выбраться из норы, они в норе сидели в яме неделю и гнили там. Запах был неимоверный от них. Гнили трупы, вот, которые там лежат, море трупов, оторванные части тел, там руки, ноги, пол головы, может, ты вот ходишь, это видишь все. Прям в прямом смысле слова по остаткам человеческим ходишь. И вот они не пахнут так, как пахнет живой человек, который заживо гниет. У нас сейчас зашел к нам на контракт парень без ноги. Он полз с полуоторванной ногой уже практически неделю. Ранее, в октябре 2024 года, по Z-каналам разошлось обращение бойцов печально известной 132-й бригады. Характерный пост сделал Z-канал «Записки ветерана». Командование 132-й бригады ВС РФ, вы там совсем охуели, что ли? У вас бойцы гниют заживо на передовой, и вам похуй? Начмеду и остальным ответственным лицам за такое отношение к 300-м надо кол в жопу затолкать. Я уже много чего за эти 2,5 года видел, но это реально пиздец. Подлинность той видеозаписи подтвердила телеведущая Анастасия Кашеварова, которая уже не первый год очень плотно работает с темой раненых. Пусть со своей Z-колокольни, но она регулярно подсвечивает случаи, когда людей заставляют воевать буквально на костылях, с тяжелыми ранами и контузиями. Или просто оставляют умирать. То, что один раз в несколько месяцев обнародуется какой-то случай с эвакуацией, это не показатель, что все хорошо. Это проблема системная, затрагивает абсолютно все подразделения. И уже многие воспринимают это как данность, что отражается негативно на боеспособности ВС РФ. Очень часто живых и мертвых не могут вытащить, поэтому 300-е становятся 200-ми, а 200-е становятся пропавшими без вести. Некоторые из них навсегда останутся без могил. Это никакая не оппозиционерка. Это жена военного и ведущая Первого канала и Соловьев Лайв. Кашеварова это выделяет 7 причин, почему ни раненых, ни убитых не выносят с поля боя в хоть сколь-нибудь адекватные сроки. Это, во-первых, катастрофическая нехватка автомобилей для эвакуации раненых и погибших. Во-вторых, отдаленность точек эвакуации от линии боевого соприкосновения. По словам Кашеваровой, раненый боец должен сам ползти несколько километров. Со связью большие проблемы. С нейтральной полосы под обстрелом никого не вытащишь. Эвакуационных групп очень мало. Да и имеющиеся иногда отправляют в штурмы, и они исчезают. Далее цитирую по тексту. Некоторые тела находятся под завалами или заминированы. В Артемовске до сих пор лежат под завалами тела, да и в других населенных пунктах тоже. Но самая главная проблема – в армии нет ответственности командиров за личный состав. Капслоком пишет. Кстати, насчет Артемовска, он же Бахмут. Город был взят 20 мая 23 года, а пост написан в октябре 24. Но это уже другая тема, связанная с брошенными телами убитых. На флешке Жиляева есть частичные сведения о 2 конкретных соединениях. 144-й дивизии, в которой служил он сам, и соседней 3-й мотострелковой дивизии. Их суммарная численность не превышает 30 тысяч человек. Из этого числа только в период с января по июнь 2024 года потери ранеными составили 7826 человек. Всего за полгода был ранен каждый 4-й, а то и каждый 3-й. Это огромные потери. Что касается убитых, их число только в своей 144-й дивизии Алексей Жиляев оценивает за тот же 6-месячный период в примерно 2000 человек, из которых 711 известны поименно, и их данные есть на флешке. Жиляев также утверждает, за время его службы в дивизии погибли не менее 20 солдат-срочников. Автор материала Виктор Дубов провел анализ вывезенной базы данных с разных точек зрения. В том числе проанализировал статистику по воинским званиям. 56% раненых – это рядовые и ефрейторы, 36% – сержанты, старшины и прапорщики, 8% – офицеры. Интересно тут, правда, не сами проценты, а динамика.
доля раненых офицеров со временем сокращается. Автор связывает это с улучшением организации в российской армии. Мол, офицерам больше нет необходимости лично находиться в боевых порядках для отдачи приказов. Однако, согласно некоторым видеообращениям с фронта, нынешнему офицерскому составу не то чтобы не нужно быть на передовой, просто они категорически не хотят к ней приближаться. В жалобах солдат часто встречается формулировка «Мы нашего командира ни разу не видели». И, судя по всему, командиры обустраивают себе блиндажи далеко от линии соприкосновения и выставляют преданную им охрану не только из страха перед противником, а еще из опасений, что застрелят свои же подчиненные. Те же кадровые офицеры, кто был слуга царю, отец солдатам, такие за 3 с лишним года уже выбыли из строя, многие еще в 22 году. Le Monde отмечает рост числа ампутаций и связывает его с украинскими FPV-дронами, баражирующими боеприпасами с видом от первого лица, операторы которых буквально охотятся за отдельными российскими солдатами. Сейчас это сверхмассовое явление. Интернет просто завален тысячами страшных роликов, где дрон со взрывчаткой преследует убегающего солдата, выматывает его и влетает в какую-нибудь часть тела. Кстати, некоторые ампутанты проходят по спискам как легко раненые. Это потому, что недавно Минобороны ввело дифференциацию выплат. В зависимости от тяжести ранения боец получает от 100 тысяч до 4 миллионов рублей. Раньше всем раненым были положены одинаковые выплаты в 3 миллиона. А вот теперь появился смысл записывать в легкие ранения даже травматические ампутации, чтобы платить поменьше. Le Monde также посчитала, насколько выросла доля раненых старше 50 лет. В марте 2022 года их было чуть больше 1%. Через 2 года их стало более 11%. Понять этот рост более чем в 10 раз достаточно легко. Контракты стали массово подписывать возрастные люди, в том числе и те, кому тяжело найти работу с достойным заработком, сложно освоить востребованную специальность. Думаю, вы видели ролики с полигонов, где мужчинам сильно за 50 не то что бегать, даже просто стоять в бронежилете и тренировать перезарядку автомата физически очень тяжело. Однако российская армия с охотой берет таких в одноразовую штурмовую пехоту. Тебе сколько лет? 63. 63, да? Ебать нахуй. Тебе сколько лет? 56. 56. Тебе сколько лет? 60. А? 60. 60. Исследование, которое провела Le Monde, казалось бы, относится к жанру статистики. Цифры, проценты да графики. Но я специально решил взять эти данные и дать им комментарий. Привести какие-то частные примеры, даже из того же Z-телеграмма, которые иллюстрируют эту статистику. За каждой из цифр стоят люди, которые страдают сами и причиняют страдания другим уже 4-й год подряд. Ни зачем и без конца. Каждая цифра, от времени эвакуации раненых до их возраста, не просто какой-то количественный показатель, но красноречивая характеристика идущей сейчас войны. В этих числах измеряется подлость системы, которая превратила жизнь огромного числа людей в неполные статистические данные. До завтра.